Привет, меня зовут Снежа, я шью и вяжу. Это уже 4-я часть этой серии влогов, где я вяжу из остатков пряжи для себя и на продажу и коплю на швейную машинку. В этой части у меня нет плана вообще, что я хочу связать, кроме как топа из цветочков. Я буду продолжать вязать цветочки. Больше никаких планов вообще нет, поэтому на этой неделе я хочу сосредоточиться на том, чтобы немножечко расхламиться, плюс найти новые сервисы, где можно, помимо Авито, где можно продавать БУ вещи и не только. Пойдемте расхламляться. Дома у меня есть вот 2 такие полочки, где лежит декор. Я бы очень хотела это все расхламить и продать, потому что примелькалась. Я чувствую острую необходимость от этого избавиться. У нас есть вот такая вот картина. Это может быть коврик. Он очень давно у нас, и не знаю, что с ним сделать, поэтому вот решила, что пора от него тоже избавиться. Пусть будет радовать кого-то другого, или, может быть, кто-нибудь сможет сделать из него ковер, потому что его надо проклеивать с задней стороны. Вчера самочки зарисовала, которых хочу связать. Очень Красиво? да, прелесть. Хи-хи. Вот это спицами. Это будет первая вещь, которую я спицами буду вязать. После того, как я решила сделать это видео про различные сервисы, где я продаю БУ вещи, ну и не только, я хочу попробовать продавать там вязаные вещи, и случилось несколько моментов. Во-первых, то, что я упаковывала в тот видос плащ, он был некорректно заполнен чатом GPT в описании на Авито, потому что я не пишу описание самостоятельно, мне очень лень этим заниматься. Да, я их проверяю, но не всегда. Была заявлена не та ткань, которая есть на самом деле. Я упустила эту ошибку, соответственно, мне сделали возврат. Вот, что меня немножко расстроило. Ну ладно, это моя ошибка, it's okay, я это принимаю, хорошо. Второй момент. Видела в Threads, что там рекомендуют сервис Копейка, и я решила посмотреть, что там да как. Сделала вчера аккаунт, выложила первую вещь. Сегодня мне пришло сообщение на почту, хотя в Авито есть предупреждение, что, например, нельзя переходить в другие мессенджеры, чтобы тебя не наебали мошенники, потому что мошенников на Авито много, это правда. Но я решила написать, потому что место, где я живу сейчас, люди достаточно часто общаются в мессенджерах, и это окей, и я уже совершала такие сделки, они были нормальные, да, не мошеннические. Соответственно, я не почуяла подвоха. Я вам здесь прикреплю сообщение, я сделала специальные скрины, чтобы показать мошенническую схему, которую делают люди
на таких сайтах по продаже БУ-вещей, потому что такую схему 100% используют много где. При написании мне вот прислали вот такое сообщение, бла-бла-бла, что скинут какую-то ссылку куда-то, где я получу деньги, это сразу скам. Спросила, типа, что за сервис и т.д. Я никогда с таким не работала. Так вот, мне не ответили, соответственно, сразу понятно, что это мошенническая схема, и они поняли, что я поняла, что это мошенническая схема. Так что аккуратнее с такими вещами. Важно не переходить ни на какие ссылки, ни с какими Яндекс.Доставками и так далее. У них есть официальное приложение, никакие ссылки и оплаты там не принимают, чтобы выводить что-то и так далее. Это только денежки на карточку, это только денежки наличкой. Все. На этой неделе я хочу попробовать другие сервисы. Я их не рекламирую, кстати. Сегодня я хочу запаковать все связанные мной вещи, ну как просто подготовить их к отправке, если их купят. Пока еще ничего не купили, если что, чтобы убрать их на полочку, где они должны лежать, чтобы они не лежали на столе. Потому что я люблю порядок в вещах. И лучше я запакую сразу и потом, например, заберу себе, чем они будут у меня просто лежать здесь на столе или где-то в другой полке. Лучше я все это приберу. Новенький цветочек. Конечно же, из этого будет большой брелок.
захотелось расширить тему этого ролика. Я поняла, что я не рассказала предысторию того, как я вообще, в принципе, занимаюсь продажей БУ вещей, поэтому я решила это сделать сейчас. Я занимаюсь этим уже больше, наверное, 5, а то и больше, может, лет 9 я продаю ненужные вещи. Почему я этим вообще занимаюсь? Во-первых, у меня есть некоторые бзики на то, что я не люблю, когда вещи просто лежат, хламятся, их нужно протирать и так далее и тому подобное. Короче говоря, я не люблю вещи, которые не работают. Расхламляюсь я примерно раз в месяц. Я нахожу вещи у себя в гардеробе или на полке, или где-то еще, и просто решаю их продать. Делаю несколько фотографий, потом отбираю понравившиеся мне фотографии, загружаю коллажом все расхламленные вещи. Где-то, может быть, там в коллаже может быть по 6-8 штук вещей. Примерно вот столько у меня получается, наверное, от 5 до 10 за одно расхламление я выкладываю на Авито, загружаю его в чат GPT и говорю ему сделать мне заголовок, описание, цену и хэштеги. Корректирую, проверяю их. Иногда у меня случаются казусы, как вот, например, с тем плащом, про который я ранее говорила. И загружаю на Авито. Просто копирую там заголовок, описание и все. Такое продвижение я никогда в жизни не покупала, ничего не оплачивала на Авито. Единственное, что я плачу там, это комиссия, которая сейчас составляет 9%. Конечно же, пиздец. Из-за чего я стала ставить ценник намного выше. В среднем где-то на 300 рублей я ставлю ценник выше, чем хотела бы продать эту вещь, потому что я не хочу платить такую комиссию. После публикации объявлений я захожу на Авито. Сейчас в последнее время, так как я больше загружаю вещей и снимаю это видео, я захожу каждый день, но обычно я не захожу каждый день, я захожу, наверное, раз в 3 дня, раз в неделю. Вещи у меня хранятся на специальных полках, то есть это реально все, что я делаю. Я бы хотела иметь открытое хранение для вещей, чтобы я сразу видела, какие вещи у меня сейчас на данный момент есть, и прилагала больше усилий для того, чтобы от них избавиться, то есть продать, отдать или еще что-нибудь, или что-то, возможно, даже переделать. Ранее в видосе показывала, что сейчас я тестирую ВБ Resale. Опубликовала только вчера где-то 8 объявлений, просто самых последних, которые у меня были на телефоне, чтобы никуда далеко не лазить. Жду, пока даст какой-то результат. Естественно, если какой-то результат будет на этой неделе, я расскажу в этом видео. Если на этой неделе ничего не будет, что вероятно, потому что заниматься продажей БУ вещей — это вообще игра в долгую. Вещь может продаваться полгода, год, несколько лет. Это нормальная тема, поэтому я не рассчитываю на то, что это произойдет в ближайшее время. Если это произойдет в этом месяце, это уже прекрасно. Если в следующих месяцах, то тоже нормально. Просто буду отслеживать еще немножечко апдейтов этой недели на тему вязания, потому что на этой неделе я вяжу очень мало, но что-то все равно есть. Первый апдейт — это я заказала свои первые спицы. Я хочу научиться вязать на спицах. Это самые дешевые спицы на Wildberries, которые я могла найти. Они стоили 100. Смотрела видео на ютубе, как выбирать спицы для новичков. И был совет, что выбирать нужно 4 мм, сразу круговые и 100 сантиметров. Я такие нашла и такие заказала. Для первых спиц это сойдет. Практически довязала все цветочки. У меня сейчас на данный момент 34 штуки. Я вчера связала около 10 за один день. Для меня это просто, я бы сказала, рекорд. И сегодня я планирую довязать остаток и наконец-то буду собирать топ. Сегодня у нас пятница, это значит, что мы подводим итоги. Вот столько на данный момент на машинке. Опять же напоминаю, что можно поддержать меня как на Бусти или же купить что-нибудь в Хито. Давайте к итогам этой недели в вязании. Наконец-таки довязала все цветочки, начала их соединять. Очень, кстати, прикольно они выглядят соединенные. Это основа, нижняя часть топа будет, то есть она будет вот так. И это будет нижняя часть
топа. Я еще ее не закончила, здесь немножко осталось присоединить. Соединять второй ряд цветочков. Вот здесь по туториалу, которому я вязала, сказано было делать это иголкой. Сначала мне было что-то очень запарно, потом я втянулась. В принципе, это не так долго, как я думала. Уже 5 цветочков присоединила. Вот такой топ у меня получается. Обязательно покажу, когда закончу. Спицы я пока еще не опробовала, даже не открывала их. Сегодня я также буду готовиться к мастер-классу завтрашнему. Буду учить вязать в филейном стиле. Сейчас я буду искать вязящие сетки. Для этого мне нужны маленькие сетки, чтобы это можно было успеть сделать за один мастер-класс. Есть соответствующая доска на Pinterest. Я буду примерно наматывать на каждого, у нас 3 человека будет, соответственно, мне нужно 2 дополнительных клубочка, в принципе, этого нам хватит. Отсюда. Это мой самый маленький крючок, он, по-моему, 2 миллиметра. Еще у меня есть 2,5 миллиметра. 3 крючка нам понадобится. Это я возьму просто как референс. Сетки. Итоги продаж на всех платформах, к сожалению, никаких. Все объявления, которые я загрузила, пока что не приобрели, и это нормально, я вам уже говорила. Главное, что я попробовала, обязательно расскажу в следующих видео, если что-то приобретут. И, кстати, ссылочки на вещи, которые я расхламила, я оставлю в описании к этому ролику. И на этом завершаю эту неделю. Выходные я обычно не снимаю. Спасибо, что посмотрели это видео. Огромное спасибо за поддержку моего канала, просмотром, лайком, комментарием, чем угодно. Я буду очень-очень рада, если вы напишите комментарий к этому видео. Комментарии — это самое важное для меня. Пока!